Знаете, кто бы что ни говорил, создатели экранизации Last of Us чертовы гении. Пока вы не закидали меня тухлыми помидорками и пальцами вниз, я объясню. Вот, казалось бы, есть профессиональные актрисы, которые выглядят вот так. Есть рандомные косплеерши, которые на Алибабе себе шмот купили, грим на харю намазюкали и выглядят вот так. А вот есть она, которая на фоне всеобщего недовольства кастом-сериала еще и заявляет, что у нее аутизм. Очевидно, про первое правило интернета, которое звучит как «не корми тролля», она не слышала. И как следствие понеслось. О боже, такое чувство, будто трогают глаза. О чем это я? Первый сезон вышел в 2023 году. И у всех так сраку взорвало, что все 2 года интернет-пользователи непрерывно обсуждали и генерировали контент по сериалу, тем самым поддерживая его популярность. Это же гениально! Никакой $1 миллион в рекламной кампании этого бы не достиг. Что, впрочем, не отменяет того, что актриса Белла Рамзи, согласившись на роль обожаемой в геймерском сообществе персонажа, подписала себе пожизненный контракт на хейт в интернете, последствия которого уже произошли. Малютка не вытерпела и уже удалила все свои соцсети. На самом деле Белла Рамзи попала в ситуацию, которая называется «мексиканская ничья». Практически ноунейм-актриса не могла себе позволить отказаться от такого подарка судьбы, но, приняв этот подарок, она не могла не осознавать последствия. Поэтому я уверен, вполне легитимно возложить часть ответственности на шоураннеров, а в частности Нила Дракмана. Ибо, пройдя игру и посмотрев сериал, я разглядел паттерны в его стиле сценарного творчества. И ответственно заявляю, он знал, что так будет, и сделал это с умыслом, намеренно. И, посмотря этот обзор, вы поймете, о чем я. Итак, вы знаете правила. Если у обозреваемого мною продукта есть первоисточник, я с ним ознакомливаюсь. В данном случае это 2-я часть игры. И я не поддерживаю повальный ее хейт. Мне понравилось. Правда, чтобы достать ее копию, пришлось поднапрячься. Она, как и многие другие игры и цифровые товары, недоступна для покупки в РФ. А исправить это досадное обстоятельство поможет GGSell. С помощью этого сервиса вы сможете купить эту и множество других компьютерных игр. И не только игр. Подписки на все, что душе угодно, начиная от Netflix, заканчивая ключами на антивирусы, также присутствуют. А с учетом того, что это marketplace, то есть продавцы конкурируют друг с другом за покупателя, цены могут быть очень вкусными. Но также крайне важно ознакомиться с описанием товара и отзывами о продавцах, чтобы приобрести именно тот товар, который вам нужен. Сделки проходят через внутреннюю систему безопасности, которая исключает практически любой вид мошенничества. До тех пор, пока вы не проверите работоспособность полученного товара, ваши деньги задерживаются в системе. И только после вашего подтверждения, что все нормально, отправляются продавцу. А в случае чего есть чат техподдержки, которая поможет решить возникшие вопросы. Все необходимые ссылки находятся в описании. Приобретая товар по моей ссылке, вы здорово помогаете автору канала. Покупайте товары на GGSell по самым выгодным ценам. Для тех, кто не помнит предысторию и все хитросплетения сюжета, советую освежить память, посмотрев мой обзор на 1-й сезон. Если вкратце, их мир пожрал гриб, делающий людей зомбями. Нашлась девочка, у которой к этой болячке иммунитет. Организация под названием «Светлячки» поручает Джоэлу доставить ее на их базу, где есть оборудование для того, чтобы сделать вакцину. По ходу совместного путешествия Джоэл привязывается к Элли, потому что она напоминает ему его погибшую в начале всей этой фигни дочь. И когда тут узнает, что сделать вакцину они хотят буквально вскрыв ей череп, убивает кучу людей и единственного ученого, способного эту вакцину создать. И вот 1-я серия показывает, как стоят остатки этих светлячков. А вот эта милая тян по имени Эбби, более известная как Мужа-баба или Баба-горилла, обещает отомстить Джоэлу. Сначала мы найдем Джоэла. Да, мы его найдем. В сериале зачем-то решили держать интригу, что Эбби она дочь того самого ученого. Что по мне странно, ведь это бы придало чуток обоснованности ее недовольству, ну да ладно. И вот уже... 5 лет спустя.
Антоха Мартынов перепил вискаря и испортил всем праздник, устроив забив в амбаре. Забив прикольный, за исключением того, что ее противник — самый большой фанат борцух. Вместо того, чтобы вылечить аутизм, сотряхнув мозг четким ударом в лоб, он пытается с ней обниматься. Картоха не хочет обнимашек со старикашкой и обильно кряхтя справляется с мужичком. Выкуси, придурок. Во-первых, хватит, значит, стоп. Прости, увлеклась. В чем был смысл показанного? Вопрос, который решили оставить без ответа. Но то, что она «Вау, какая крутая!» зафиксировали. Оптика, огонь. Не в ней дело, а в стрелке. Да, мы поняли уже, что она крутая, как обрыв. Да и то не каждый. В игре это было, по сути, обучением управлению и стрельбе. Ну, знаете, в играх так принято, можно сказать, традиция такая. А то вдруг потенциальный новый игрун не в курсе, что правым стиком нужно целиться, а левым ходить. Вот на какую кнопку здесь сохраняться? F5. Ну ладно. Живут они вместе под названием Джексон. У их городка хорошо выстроенная система безопасности от гриболюдов. Люди стоят на вышках на всякий пожарный, а в основном случайно зашедших грибов убивают патрули, которые патрулируют. Из такого патруля исключили Мартынова, потому что Джоэл. Он переживает за тебя. Ну, типа гиперопека, хуё-моё, актуалочка, в общем, подъехала. В игре же делали акцент на конфликте. Из-за того, что он спас ее, тем самым лишив человечества шанса на прежнюю жизнь. Об этом, как и о ее иммунитете, знают очень мало людей, и это вполне логично. Проще говоря, не та инфа, которой ты хочешь поделиться со всеми подряд. В сериале это вот так. Элли, Ну, с тем, что по характеру это вообще не та Элли, что была в игре, придется просто смириться. Это она его так шантажировала, чтобы он поставил ее в патруль. патруль в Альпайн выходит в 13:00. Ну, хотя бы, честное слово, не исполнять всякую фигню дала, уже хорошо. А чем же занят мужик, от упоминания имени которого раньше преступники всех мастей в штаны ссались? Он ходит к мозгоправу. Ну хотя бы не героин. Платеж принят. Но теперь, надо понимать, пойдет неизбежная мозгоебля насчет того, что я по этому поводу чувствую. Что ж, в игре тоже была трава. Но там два подростка намутили косячок, раскурились, их разломало, и они начали вести себя так, как по трезвику не ведут. Стандартный, но действенный ход в любом фильме, когда ты хочешь немного с другой стороны раскрыть персонажа. Здесь ты просто приносишь психиатру пакет шмали, а она еще и недовольна качеством. Крошка и стебли, мы что, в школе? Ну, то есть вы только что показывали, что у вас проблемы с размещением людей. У нас нет площадей, чтобы всех разместить. Надо строить быстрее. С ресурсами тоже не все в порядке. Это окно уже не держит тепло. Да, уплотнитель. Но вы отвели отапливаемое помещение для выращивания конопли, ведь... Зима на дворе, Гейл. А у вашей лидерши вопросов по поводу целесообразности всего этого не возникало? Я, конечно, понимаю, что она имеет некие особенности, видимые даже невооруженным взглядом. Но и вы все-таки не фентанил там производите. Люди заново пытаются отстроить хотя бы подобие цивилизации. Ее заботит, что шмаль не накурит как следует. И этот человек, если что, мозгоправ, который помогает ему советами по взаимоотношению со скукоженной. Я, кажись, знаю, от чего эти самые взаимоотношения идут по пи***де. Признаем, что у тебя самая скучная в мире проблема. Моя 19-летняя дочка ведет себя Как пуэрториканская шлюха. как любой 19-летний ребенок с отцом. Короче говоря, сделали из Джоэла матерого контрабандиста, который повидал некоторое дерьмо, нюню, который плачется бабки-травокурки. А еще, кстати, ну такой малюсенький факт. Джоэл убил мужа этой бабки, но ходит к ней плакаться о жизненных проблемах. Я тебя за это ненавижу. Да, тут дело даже не в том, что Джоэла сделали нюней. Они сделали его открытым имбецилом. Вот до чего нас довели кунилингус и психиатрия. И даже понимая, для чего они строят из него душевного страдальца, для трагизма, для серии номер 2, конечно же, где возмездие за прошлые грешки его настигнет, выглядит это все просто плохо.
Переносимся в берлогу Картоха Лицей, за которой заходит Дина, чтобы отправиться в патруль. Азиат по имени Джесси проводит инструктаж и отдельно выделяет эту парочку. Просит, чтобы они обошлись без, простите за выражение, уебанских выходок. Ты в курсе, что всего на 4 года старше нас, да? А ты в курсе, что когда я с твоей мамой в разведку ходил, гриба-зомби мы не нашли, но один подосиновик она увидела? Если без шуток, можно чуток поответственнее. Другие на вас равняются. Черт пойми почему. Ну как это почему? Потому что они крутые. Не, ну вы поняли, что они крутые? Как бы да, они крутые, кстати. А я, кстати, говорил, что они крутые. Да-да, крутые. Вылазка по всем канонам первого сезона означает икшон. Врешь-то все. Происходят диалоги в стиле аниме-гаремника для 14-летних сперматоксикозников. Что-то есть на примете. Переспал с кем-то? Вот кто это, блядь? Ну типа Дина ей как бы намекает, а она стесняется, потому что на примете сама Дина. А знаешь что? Что? Можешь пойти со мной. Не понял, это ты сейчас мне одолжение делаешь? Накуримся, Так у вас же трава говно. потанцуем под медляки. Может, лучше под Валентина дядьку? По пути они находят кровяку на снегу, а значит, гриболюды где-то рядом. И, конечно же, тут же происходит то, что было очевидно с самого начала. Вперед! Мы разведка, Кэт. Давай, разведаем. В Сибири месторождение разведай. Стойте, народ! Да, они нарушают правила, хотя только что дважды делали упор на то, что, по крайней мере, Мартынова пустили в патруль под честное слово не исполнять. Следуешь правилам, слушаешь капитана. Строго по инструкции. Одной из приколюх с начала игры, а потом и сериала, были шутки-каламбуры, с переводом которых у разных студий возникали некоторые трудности. А у официальной и неофициальной, если вы понимаете, о чем я, озвучки второго сезона, с этим проблем будто бы поменьше. Когда они находят причину кровяки на снегу, разорванный зараженными труп лося, который здесь превратился в медведя, Дина выдает. На чем жарят медведя? На гризли. Ну типа медведя-гризли жарят не на гриле, а гризле. Смекаете? А гризли? Да. Серьезно? Лезут они в дом, в который ведет след из крови, потому что они крутые. А крутые круто убивают зараженных. И не менее круто проваливаются сквозь прогнивший пол. Ты жива? К сожалению, да. Сейчас придумаем, как тебя вытащить. А это точно обязательно. Может, здесь ее оставим? Здесь она встречается с подвидом гриболюдей-сталкером. Оказывается, что драться с тем, кто реально хочет тебя убить, это не то же самое, что с мужиком, который тебе поддается. Поэтому она читерит, используя пистолет. Бейте собой руками! Застрелить каждый может. Но ее укусили в пузико. Кусать Беллу Рамзи в пузо. Надеюсь, девчонки, играющие зараженную, нормально за это заплатили. После этого главная героиня рассказывает совету поселения, что она встретила необычного монстрика. Действовала, как мы. Спряталась. Обдумала, выждала, подкралась. Это африканские грибы очень опасные, они могут убить. Давайте сразу уясним, кто это. Короче, есть человечек. Сначала он заболевает и становится обычным зараженным. Он видит, слышит все такое, но не очень сильный. Затем он может мутировать в несколько вариантов. Это Щелкун. Он быстрее и сильнее обычного зараженного, но слепой, ориентируется на слух. Которого мы видели, это Сталкер. Он шустрый, как школьник, который узнал про скидки на электронке. И настолько же труслив. Шкерится по углам, чтобы потом резко напасть, когда ты не ожидаешь. Этот здоровяк-топляк. У него толстая шкура, и он сильный. Еще есть Шаркун и Крысиный Король, но в контексте сериала они нам не понадобятся. Существует теория от самих персонажей игры, что мутации происходят исходя из окружающей среды. То есть, где город больше одних, где болото других и так далее. И все это они должны знать, потому что они среди них выживают. Но, видимо, так с новым врагом знакомят именно зрителя. Кстати, как вы думаете, за наплевательское отношение к правилам этим двоим что-то случилось? Нет, за них наоборот, заступаться начали. Хочешь сказать, что будь там вы с Джоэлом, вы бы не пошли? Это разные вещи. Почему? Потому что разные. Почему? Потому что у них есть командир отряда, которая была против этого,
И какой смысл был в этом? Профит от их действий нулевой, а риск огромный. Да, разумеется, в игре ты постоянно только и делаешь, что обшариваешь старые дома. Но это жанр такой, survival horror. В этом его смысл. Лазить по пердям и искать патроны и аптечки, которых минимальное количество. В таком случае вы хотя бы ради приличия показали бы, что они нашли что-то ценное. И вот, наконец-то, новый год. Только почему-то без Кока-Колы. Вы что там, под санкциями, что ли? И тут при всех совершается камин-аут. Дина такая. Я лесбиянка. И Картоха такая. Я лесбиянка. И как мощно засосались. Все мужики в зале на тебя пялятся. А может, они на тебя смотрят? Но тут весь кайф обламывает какой-то непрогрессивный старпер, который не понимает, что сердцу не прикажешь. Лесбухи. А ну-ка повтори. Лесбухи. А ну-ка повтори. Лесбухи. Нет. Мне не нужна твоя сраная помощь. Да, я уже понял, что ты фразой А ну-ка повтори. мощно дала сдачи деду. И знаете, проход в гиперопеку, возможно, сработал бы, если бы вы ее показали, вместо того, чтобы показывать 20 минут нытья травокуру психологу от Джоэла и 30 минут того, какая Элли крутая. Я, конечно, скажу вещь нетривиальную, до которой додуматься непросто, если у вас уровень интеллекта обшивку МКС не царапает. Здесь все либо крутые, либо умные, потому что все тупые и не крутые не выжили. Если хотели показать, что она не лыком шита, заморочились бы над сценой, когда она оружие чистит. Потому что, видя, как это сделано в игре, сразу понимаешь, она с сотни метров может отстрелить яйца комару, который сидит на твоих яйцах. А здесь у Рамзи такая харя, будто она от одного вида оружия готова себе в штаны жидкого напустить. Стоит упомянуть, что все, что я сейчас рассказывал, почти вся первая серия, этого не было в игре. Если исключить пролог, вот с этого момента она начинается. Мне надо, чтобы ты исполнила свой долг перед Джексоном, штат Вайоминг. И это начало второй серии, а все, что только что нам показывали, уже было как данность. И то, что они на тусе внезапно засосались, и что у Элли переходный возраст, игрока просто ставят перед фактом. Но дело даже не в этом. Первые 3-4 часа игры — это тарковщина. Ты ходишь и слушаешь, как герои заливают друг другу в уши. Томные, медленные, чертовски вымученные диалоги. И все это время внутри тебя кричит голос: да когда же эта унылая муть закончится? Короче говоря, они растянули то, что и так было растянуто. Эй, сценаристы, у вас кислород в комнате еще остался? Я даже воздухом не дышу. Здесь нас поближе знакомят с Эбби, что у нее то ли ПТСР, то ли... Психічне порушення. Она постоянно ловит криповые флешбеки разные вариации, но основа всегда одна. Она бежит по коридору, прибегает в кабинет, где должен быть ее отец, а отец мертвый. Потому что Джоэл. Не ходи туда, его мозги повсюду. Собственно, поэтому ему вскоре проверят череп на прочность. Вот эти вот добрые ребятишки. Но пока что все не ладится. Выясняется, что умные мысли преследовали их, но они оказались быстрее. Но там город. Я думала, это палаточный городок или типа того. У тебя ведь нет никакого плана, так? Мой план — убедить ее вернуться, потому что иначе нас тут прикончат. Он слишком умен для этого сериала. Люди в Джексоне же пока что живут-поживают, да добра наживают. Но пора в патруль, за Мартыновым заходит Джесси. Он только недавно расстался с Диной, они что-то там типа поругались, и Дина стала лесбой. Страшный у них мир. Ты ее поцеловала? Поверить не могу. Мы неделю как расстались, а ты уже подкатываешь. Ничего такого, правда, я... Да я прикалываюсь, я все знаю, мне плевать. Джесси рассказывает, что у них ЧС. Зомби становятся умными. Они используют трупы своих как теплоизоляцию. Я напомню, Джексон процветает, потому что у него удобное географическое положение. А еще тут бывает очень холодно, по их меркам. По нашим даже первоклашкам школу бы не отменили. Это я к тому, что сначала они выдумали причину и обстоятельства, почему тут, в Джексоне, зашибись. А теперь они на эти выдуманные обстоятельства выдумывают новые обстоятельства, чтобы предыдущие выдуманные обстоятельства перестали работать. И все ради того, чтобы намутить экшона, которого не было в игре. А тот, который был, и было его завались, скипнуть и по классике заменить его диалогами. Я, конечно, чтобы гордо называть себя сценаристом, онлайн-вебинары по сценарному мастерству не заканчивал. Но, по-моему, это... Шизофрения.
Картоха недовольна азиатом, что он больно умный, а умным тут можно быть только шалтай-болтаю. Отсоси. Но перед вылазкой нужно зайти в кафешку, это важно. Мария просила тебя привезти. Не спрашивай, не знаю. Зато я знаю, чтобы тот противный, непрогрессивный дед, который назвал их лесбухами, извинился. Сет, ты хотел что-то сказать? Прошлой ночью я определенно перебрал. Я хочу сказать прости. Не переживай, старина, мы тебя прощаем. Ведь извинения по приказу главы вашего поселения — это очень искренне. Спасибо тебе. Не стоило так говорить. Не стоило так думать. Извиняться за свои мысли. Понял, принял. Кстати, есть одна книжка, там за неправильные мысли вообще могли в тюрьму посадить. Могу посоветовать. Война — это мир. Свобода — это рабство. После того, как они вышли в патруль, очень скоро на Джексон обрушивается метель. Возвращаться уже поздно, и они прячутся в одном из домов. В это же время патруль Джоэла и Дины тоже попадает во вьюгу, а вместе с ними и Эбби, которая следовала за ними. Но она пока что не знает, кто это такие. План-то у нее был прост: возьму в плен рандомный патруль, а потом что-нибудь как-нибудь само узнается. Чтобы никому скучно не было, еще и грибоголовые затесались во вьюгу, которые, конечно же, сагрились на человеченку. И начинаются побегушки. И как же это было охуенно в игре. Ты, сидя за компом, прям чувствовал напряжение. Это даже несмотря на то, что я опытный игрун и прекрасно понимаю, как работают эти самые игры. Например, что в таких вот местах стой сколько хочешь, ничего тебе зомби не сделают. Но в этом-то и прикол, так хорошо построили сцены, что не хотелось стоять и рофлить, чтобы не вырывать себя из погружения. Здесь же, сцена беганья не такая уж и крутая. Ее очень укоротили, ведь еще по первому сезону я уяснил, что хронометраж — штука, которую нужно экономить. Иначе его не останется на убогие диалоги с нытьем. И уж тем более не останется его для серии про двух пожилых геев. Расстановку приоритетов понимать надо. Вот в сериале «Полостухи» это понимают. Так вот, Эбби спасают четким выстрелом гриболюду в харю. Попробую, вернись. И Джоэл, Эбби и Дина уже собрались вместе бежать, потому что вместе веселее. А вот куда бежать — это уже вопросец. Уходим. Назад в Джексон? Мы околеем, пока доберемся. Да, я в курсе. Эбби приглашает их в дом, в котором они остановились. Хитрый план, ведь она уже знает, что это тот самый Джоэл. К нему Дина по имени обращалась. Джоэл! Иду, подожди. И это, кстати, первый в экранизации момент, который напрямую вырос из критики игры. Потому что там брат Джоэла, который тоже матерый контрабандист и делал много всяких вещей, после которых он не хотел бы, чтобы его имя знал каждый прохожий. Так вот, он себя и Джоэла представил со всеми почестями. Я Томми. Это Джоэл. И это, несмотря на всю стрессовость ситуации, в которую они попали, действительно смотрелось несколько странно. Забавно, что изменения минимальны, но воспринимается этот вариант намного лучше. Здесь же братишку и вовсе оставили в городе. Он заставляет радистку связаться с ними по рации. Они не отвечают. А твоя кличка? Телега. Нет, Эмми. Это что, была шуточка для гиков? Ну, типа, Эмми-волны ломают радиосвязь. Здесь Эмми пытается ее наладить. Понял, смешно. А вот чего он панику развел, не понял. Вы в этом месте живете уже кучу лет. Это что, первая снежная буря на вашей памяти? Я в такие же в 3 класс ходил. И ни разу меня снегом не занесло. Та орда, бегущая за Джоэлом, это только малая ее часть. Ее костяк решил идти на городок, в котором бьют тревогу, всех боеспособных ставят в ружье. И вот это реально годно снято, то, как они подготавливаются. Внимание к мелочам прям порадовало. Например, как они подпирают ворота автомобилями и тракторенками, как под колеса автомобилей кладут деревяшки, чтобы они назад не укатились. Реально много прикольных мелочей. Сам же бой тоже динамичный. Красивые взрывы горючего, зомби эпично кладутся штабелями. Но все понимают, в этом сериале просто не может быть все хорошо. Они почему-то продолжают нагнетать хрень про
про появившуюся разумность грибов. Еще в игре, когда такие же армии зомбей начали называть Ордой, хотя в первой части об этом ни слова не упоминалось, у меня тут же возникли ассоциации с Days Gone, тоже в свое время эксклюзив Sony, про крепкую мужскую байкерскую дружбу среди зомби-апокалипсиса. И в сериале они будто продолжают подворовывать идеи, потому что именно в Days Gone зомби не просто мутировали, а именно что эволюционировали, как это пытаются представить здесь, и обладали чем-то вроде коллективного разума. Так вот, тут глав-зомби каким-то образом почувствовал слабое место в стене, и другие зомби начали отступать, чтобы ударить в слабое место. Отступать! Зомби! Это еретическое словосочетание, за такое на костре должны сжигать. Ну вот, короче, прорываются зомби в город. Икшон менее крутым от этого не стал. Менее тупым тоже. Зомбятина, почуяв человечину, пытается прорваться в места, где спрятаны люди, которые не могут воевать. Но на мужика, который на чиле на расслабоне стоит на пролете лестницы и шмаляет в них, им почему-то все равно. Может, он старый и невкусный? А еще эти сверхмозги, стоящие на крышах домов, не заперли двери на эти самые крыши, поэтому зомби заходят и кушают их. А ведь, смотря на это, я вспоминаю, что есть люди, которые называли Икшон в ущелье идиотским. Ну а то, как брат Джоэла, встретив большого зомбятину, ему с огнемета в харю дул, смотрится шикарно. Жаль только, что это первый и последний нормальный экшен-момент на весь сериал. Джексона отбили, хотя и со штрафом за тупость, а значит, возвращаемся по ту сторону от города. Элли услышала, что Джоэл не выходит на связь, и ринулась его спасать. В то время, пока он сам приходит прямо в лапы тем, кто его прибить хочет. Но пока что он этого не знает. Я тебе жизнь спас. Я думаю, теперь он догадался. У них претензии только к нему, Дину они трогать не собираются. Это просто снотворное. Ты проспишь всего час. Если что, эта девчонка в их отряде типа медика. Медик, который сейчас загонит дозу воздуха в пациента. Я уж промолчу, что челы взяли с собой на вылазку снотворное. Ты еще гематогенку ей дай за то, что она хорошая девочка и слушается доктора. Вот когда на ее месте был Томми, с ним никто не сюсюкался. В общем, происходит возмездие посредством применения подручных инструментов, таких как клюшка для гольфа Айрон номер 6. Все, что могу сказать, сцена сильная. Во время этой экзекуции Мартынов набрела на это здание. Слышит крики Джоэла, врывается со стволом наперевес и... Не могу не повториться. Реальный противник — это тебе не мужик, который поддается. Не убивайте! Прошу! И это тот самый момент, когда эта игра у многих фанатов стала нерукопожатной. И повторно произошла попа-боль, когда эта серия вышла. Насыпали соли малюткам на разорванный анус. Расплакались геймеры, что персонажа, которого они полюбили, взяли и слили. А они-то хотели играть за мужчину, а не какую-то девчонку. Ух вы мои маленькие альфа-самцовые гигачадики, как же ужасно с вами обошлись. Идите сюда, давайте пожалею вас. Просто перестань быть соплей, вот я к чему. И знаете, с одной стороны, я могу их понять. Ну, как-то не принято в серии игр менять главных действующих лиц. Да и повесточка, конечно, не вызывает восторга. Буквально каждый пункт актуальный на 20-й год методички был отмечен в игре. И я мог бы согласиться с недовольными этим. Но солидаризироваться с людьми, которые 5 лет уже скулят, что им лесбиянок и небритую подмыху показали, желания никакого. Да и риторика в стиле «сюжет развивается не так, как мне хотелось бы», а значит, всем фанатам плюнули в лицо, мне кажется немного странной. Начало третьей серии показывает последствия нападения на Джексон. Многие люди делают «Ай, больно-больно, помогите», а Джоэл не делает, потому что он помер, и его братишка по-братски омывает уже доставленное в их город тело. Зрители жалеют лишний раз, не показывая лица Джоэла. Но по разбитым часам, которые он с первой части хранил всегда при себе, как напоминание о Саре, его погибшей дочери, дают понять, что это он.
кидают нас на 3 месяца вперед, и уже свидание картохи с доктором. Как бы ты оценила боль по шкале от 1 до 10? Да вы издеваетесь. Все псы попадают в рай, а все психоаналитики, психологи, психиатры попадают в Джексон. Если бы все были такими адекватными, как бы я зарабатывала на травку и бухло? По старинке? Сосала. Картоха только делает вид, что все в норме, но на самом деле нет. Если кто не понял, так выглядит лицо, полное решимости и гнева. Ой, боюсь. Она хватает его часы как напоминание о трагической смерти, его ствол как напоминание о том, что у него был ствол, и начинает шевелить мозгами, как бы начать вершить месть. Ничего умного в картофельнообразную голову не приходит, потому что сложно мстить, когда ты не знаешь, кому мстить и где искать того, кому ты хочешь мстить. Но тут приходит Дина, которая запомнила все их разговоры. Я помню большинство имен и знаю, откуда они пришли. Дина рассказывает, что по нашивкам на их шматье узнала, что это ребята из Сиэтла, именуемые Вашингтонский освободительный фронт. или сокращенно. На английском варианте это WLF, а нашивка у них волчья голова. А еще они активно используют дрессированных собак, поэтому их пренебрежительно называют псами. Пес. Вов. О, точно. Короче, у меня от количества символизма чуть харя не лопнуло. А в нашем переводе всю ироничность их погоняло не выкупили и назвали их просто «волки». Учитывая, что больше я о них не слышала, думаю, достаточно, чтобы с ними справиться. Ну, как тебе сказать? И они, в отличие от Джексона, демократию не играют. У них поселение армейского образца с очень строгими порядками. С этой инфой они топают к брательнику Джоэла. Мол, го мочить гадов. Но он встал в позу и начал умника из себя корчить. Затирать про общее благо и все такое. А так как у них вообще-то демократия, то и решение о том, можно ли им мстить или нет, должен принимать совет. Но ты нас поддержишь, так? Разумеется. Народу у них в городе поубавилось, поэтому азиата взяли в совет. И вот главная героиня пытается наладить мосты, подговорив его отдать голос за месть. Нельзя обсуждать предстоящее голосование. Вот так и дружи с людьми после этого. Всего пара месяцев прошла с того момента, как ты у него девчонку увела, а он уже нос задрал, важный весь такой. Вот тебе идея. Напиши речь, а завтра прочитай по бумажке. Ага, да, я ведь тупая. Как скажешь, подруга, как скажешь. Что ж, заседание — говно. Все решают жестко затерпеть. Кто-то аргументируя христианским состраданием, кто-то тем, что если отряд имени Холодного Блюда опи***лится, то в итоге у них будет минус 17 челов. И один только Сет, это тот, который их лесбухами обозвал, встал и начал залечивать, что все они терпилы. И если простить такое, то это явный сигнал вообще всем, что каждый к ним может прийти, убить кого-то и спокойно уйти. Вы идиот, они вернутся, потому что мы не заставили их заплатить. Приходит очередь картохи толкать речь. Она достает бумажечку Ага, да, я ведь тупая. и начинает пламенный воодушевляющий монолог. Честно сказать, лучше бы она шпарила экспромтом, потому что после такой речи про справедливую справедливость во имя справедливости кринжанул каждый сидящий в зале. 8 голосов против 3. Предложение отклонено. Братан Джоэла идет к любительнице плотно дунуть за советом. Она сидит, бухает пиво и смотрит, как дети на бейсбольном поле играют в бейсбол. А еще полгорода тоже смотрят, как детишки шары гоняют. И все это в постапокалипсисе. Короче, это издевательство какое-то над здравым смыслом. Ничего тут важного не происходит. Посидели, поскулили о том, как жизнь несправедлива, и разошлись. А для чего специально для сериала добавили этого персонажа, я просто понятия не имею. В это время две любительницы ножниц собираются идти вдвоем. Да вот беда, налицо явная нехватка походной амуниции. Вопросы? Да, где нам все это раздобыть? С этим их выручает Сет. У пожилого бойскаута снаряги хватит на пару государственных переворотов. Сухой паёк на 2 недели, бинты, алкоголь, таблетки, батарейки. 5 марок мощнейшей кислоты, полсалонки кокаина, и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. И они выдвигаются. По пути заезжают на кладбище, которое в 10 с небольшим километрах от города. Но добираются они до него на лошади только к утру. Полагаю, они взяли самую быструю лошадь во всем Джексоне. Пожалуйста, ехай, Дина, ехай. Картоха кладет на могилку Джоэла семушки кофе, потому что тот любил кофейка бахнуть, и скачут дальше навстречу приключениям.
Здесь можно смело скипать 15 минут серии, во время которых ничего не происходит. Разве что оператор красиво природу подснял. Респект. И в конце концов они набредают на устроенную псами бойню. В начале серии показывали этих ребятишек еще живыми. И это в довесок к Джексону и псам третья действующая в сюжете фракция — Шрамы. Или, как они сами себя называют, Серафиты. Это что-то типа сектантов-технофобов, которые верят, что все, что случилось с их миром, это кара высших сил за то, что человечество злоупотребляло технологиями. А славят они некую провидицу, которая открыла им глаза на положение вещей и бла-бла. Общаются они на расстоянии посредством сложной системы свистов. И находятся в состоянии очень шаткого мира с псами. В сериале, очевидно, миром и не пахнет. В игре о них станет известно к концу первой ее половины, когда Элли уже наделает дел в штате Вашингтон. Что логично, ведь игровая история делится на две кампании — за Элли и Эбби. И, играя за Элли, ты не можешь знать про каких-то там сектантов, которые живут за 1,5 штата от тебя. Да, по факту события двух сюжетных линий происходят одновременно, но для чего менять оптику подачи этого сюжетного элемента, мне непонятно. Так еще и их система свистов для чего-то переведена субтитрами. Это вообще руина полная. Ведь весь прикол в том, что, воюя с обычными челами, ты слышишь их переговоры и то, как они собираются действовать, что довольно сильно помогает игроку. Давай к ним, я прикрою! А когда встречаешься с этими, происходит буквально инсульт жопы от каждого свиста, потому что ты не понимаешь, что это значит. Они тебя заметили и уже заходят в туза, или свистанули, что все нормально. И давайте я просто расскажу, как эти события показывались в игре. Джоэла убили, эта парочка, несмотря на то, что глава была против и даже запретила им покидать город, все-таки собрались мстить. Брат Джоэла, понимая, что Элли не отговорить, попросил ее подождать до утра. Дай мне денек. Мол, он соберет добровольцев, и они отправятся. Хоть кого-то она отпустит. А сам в ночи, в одиночку, слинял вершить справедливость, потому что отомстить он хотел ничуть не меньше, чем Элли, которая, проснувшись, поняла все это и отправилась следом. Все. Я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Здесь же растянули это так, что серию вообще можно не смотреть. 95% информации, поданной в этой серии, это информационный мусор. Флэшбэки. Вам же нравятся флэшбэки? Как это нет, не врите. Всем нравятся флэшбэки. В сериале они решили расширить ту самую историю про шрамов и их взаимоотношения с псами. В игре это довольно скудно было описано через записки, лежащие в локациях Сиэтла. Но, читая их впервые, игрок, как и Элли, вообще не понимают, о чем идет речь. А я такой, я застал их за активизмом. А он такой, чё? Какой еще анонизм на моих улицах? Армейские шутки про тупых вояк. HBO нужно права на сериал «Солдаты» выкупить. Они там от смеха себе всем офисом животики понадрывают. Во, идея хорошая. В общем, да, это экранизация записок. Опять. Военные солдафоны едут и травят истории о том, какие они крутые военные и как круто они щемили гражданских. Гражданских? Почему избиратели? Почему их так называют? Потому что мы лишили их права голосовать, а кто-то прозвал их избирателями, как издевка. Приезжают в тупик, встречают каких-то чуваков. Судя по всему, тех, кто впоследствии станет основой ВОВ. Главный вояка выходит на переговоры, кидает гранаты своим сослуживцам в будку и... 11 лет спустя. Две подруги лутаются в заброшенной аптеке. А бейсбола нет. Вы им там упарываетесь, что ли? Вам же Сет насыпал табло в дорогу. Я нашла целый пакет молока. Только понюхай сначала, на всякий случай. Да, дельный совет. Это, конечно, маловероятно, но вдруг молоко за 10 плюс лет испортилось. Они, по-моему, с каждой серией становятся тупее и тупее. И я не о персонажах. Как несложно догадаться, это они уже в Сиэтле тусуются. А что за радуга повсюду? Не знаю. Может, все были оптимистами? То, что ты Оптимист. Может, ты... Оптимист.
Оу, как глубоко подмечено. Ну тогда я удивлен, что вы еще не заразились СПИДом, наступив на шприц с фентанилом. Если бы я вел канал по кинотеориям, я бы назвал этот ролик «Создатели Last of Us утверждают, что лишь геи, лесбы и трансухи выживут в апокалипсисе». Шутка, ну да ладно. В Сиэтле они сразу узнают, где находится Вов. Ведь они не то чтобы скрываются. Да вы издеваетесь. Вов. Но идти днем это опасно. Они же в высоком здании, а с высокого здания хорошо все видно. Значит, нужно идти ночью, потому что ночью не видно. Ждать ночи собираются в первом попавшемся магазине, который оказывается магазином музыкальных инструментов. Там вспоминается, что Джоэл свою подопечную учил играть на гитаре, и происходит музыкальная пауза. А в это время тот чел, который предал Федру, закинув гранату своим корешам, он теперь глава ВОВ и не любит сектантиков. Ненавижу, блядь, цыган. Харизматично рассказывая про посуду для готовки и свою любовь к кулинарии, собирается пытать одного из шрамов, который, прикованный к стенке голенький, сидит и в камеру светит. Пытается он выведать у него, где детонатор. То есть просит его показать, откуда на ВОФ готовилось нападение. Где шрамы планируют напасть? Но ничего не добивается и пристреливает бедолагу. А две мстительницы, наигравшись музыки, дождались вечера, лезут в то здание. Сопротивления никакого не встречают. Все потому, что псам, которые должны были охранять это здание, не до них. Они, так сказать, зависли. Почувствуй ее любовь. И в это же время прибегает подмога волчья. Теперь двум дамочкам нужно как-то свалить отсюда, желательно не привлекая внимания. Ибо эти ребятишки очень недовольны, что у их коллег торчат кишки. Высокая вероятность того, что слушать они никого не станут. Остальные осмотритесь, если шрамы здесь, найти их и убить. И мне насрать, женщина там или ребенок. Впрочем, военизированная группировка только на словах такая опасная. По сути, это очередной стак дефичента, которые допускают такие ошибки, которые даже домашние посидельцы, играющие в Call of Duty или PUBG, не допускают. Это так он понимает команду проверить помещение. Вы же только что показали, что там стена. Это что, первый в мире стенофоб, который искренне уверен, что если потерять стенку из виду, она тебя ударит в спину? Не уверен насчет стены, а вот Картоха это с радостью делает. По-тихому не получается, подымают шумиху и текают в окно. Их преследуют. Они лезут в первую попавшуюся дырень на улице. Это, оказывается, вентиляция метро. Солдатики бегут за ними. А там, оказывается, их поджидали гриболюды. Ну, или это была техника призыва вот этой фанатки Наруто. Волчары, ну те самые, которые практически весь Сиэтл держат. Воевать с гриболюдами не умеют и начинают дико всасывать у них. А эти двое под мощный экшон с 7-зарядным кольтом, который стреляет 20 раз без перезарядки, сваливают из туннелей. Дину чуть не покусали, но Картоха подставила свою руку. Какого хрена? Дина, не смей в меня стрелять! Как говорил классик, ёбаный рот этого... В смысле другой классик. Какая драма разыгралась. Накал эмоций. Не накал, а кал. Здесь я в замешательстве. Даже с какой стороны подступиться к этому моменту непонятно. Ну то есть 80% того, что было до этого. Они показывали то, что оставалось за кадром игры. Или просто до неприличия растягивали какие-то мелочи, которые были в кадре. А теперь взяли и 5 часов скукожили до 10 минут. Если совсем без душных подробностей, то в метро Элли попала, когда уже завалила одного из отряда Эбби. А одного из них уже завалил брательник Джоэла. Что тут произошло? Это все Томми. Псы, они не терпилы. Они почти все скорее как Сет. То есть такую наглость не прощают. И, конечно же, решили во что бы то ни стало наказать говнюков. А в их мире часто случается так, что непроветриваемые помещения, например, метро, прорастают грибком. И в такие не заходят без противогазов. Так вот, в этом метро в экшн-моментах противогаз Элли сломался. И Дина думает, что раз Элли надышалась спорами, то она станет гриболюдом. Почему они решили не использовать клевый момент с противогазами?
Я предполагаю, чтобы не лишать нас радости и удовольствия, видеть вот эту фантасмагоричную, умопомрачительную актерскую игру. Ну и вот, картоха слово за слово хуй по столу клянется, что у нее иммунитет. Я иммунна. Я не могу заразиться. Дина садится караулить ее, и спустя сутки картоха проснулась, и она осталась человеком. И они как давай праздновать это жестким лесбийским кексом, после которого следуют настолько приторно-клубничные диалоги про любовь, что я уверен, для пары-тройки диабетиков это было последнее, что они увидели. Ну и, конечно, про непрогрессивных родаков не забыли. Еще в детстве я сказала маме, что мне нравятся и мальчики, и девочки. А она сказала, нет, только мальчики. Ну, мол, того тупые родаки не давали ей быть той, кем она себя чувствовала. Это настолько соевая лабуда, что я крайне удивился, что они скипнули момент из игры, где они вместе заходили в синагогу. И Дина рассказала, что она из еврейского рода, и что вот такой вот они народ, который постоянно терпит несправедливость, но постоянно выживают, потому что они в правильного бога верят. Но я происхожу из неистребимого рода. Но обстановку в мире понимать надо, как и понимать то, на чьей стороне симпатия прогрессивной части общественности. А Нил Дракман известен своей склонностью тусить со всякими активистами из Твиттера. Поэтому в сериале тактичненько опустили этот момент. О, а ты еврей? Мог бы быть. Но нет. Ну вот, а под конец Дина признается, что она... 2 полоски значит беременна. А 3 полоски на кедах, и когда джинсы порезаны, значит, что срок годности теста на беременность 3 года. Мы же могли еще вернуться. Я не знала. Не знала точно, ясно. Я боялась стать обузой. Зато теперь ты точно обуза. Значит, у нас будет ребенок. Я стану папой. Ты что, вообще дурак? Не добавить, не убавить. Главное, потом на свалившийся хейт вовремя заявить, что это опять все белые фашисты на говно и зашли. Ведь взрослые люди, которые ради реакции аудитории вкладывают этот бред в уста не очень умной девочки с расстройством аутического спектра, они совершенно точно ни при чем. Флэшбэки. Вам же нравятся флэшбэки. Показывают, как вот эта женщина ходит по коридорам, пока на нее злостно солдафоны смотрят. Приходят на разговор к азиатской женщине, обе из которых командуют своими отрядами вояк. Говорят о назревающем конфликте с шрамами. А затем азиатская сильная женщина рассказывает не азиатской сильной женщине про госпиталь, в который был вход закрыт со времен первых зараженных. И вот однажды она отправила своих людей залутать его. Но никто не вернулся. Там было что-то очень непонятное и очень страшное. Я спросила, тебя укусили? Он ответил, грибок в воздухе. Вот это откровение. С этим новым знанием, известным как аксиому всем вокруг еще с 1-го сезона, что ж теперь делать-то, непонятно. Сиэтл, день 2. Дина сидит, слушает переговоры псов и по их отчетам пытается понять их местоположение, чтобы пройти к больнице, в которой сидит одна из убивших Джоэла. Помочь? Нет. Что, слишком тупая? Да? Да пошла ты, я училась в школе. И это не очень хорошо говорит о твоей школе. Элли? Да? Картохоголовая уходит, идет в актовый зал, где есть сцена, берет гитару, 2 раза дернула за струну и призадумалась. И тут же следом заходит Дина. Разобралась? Думаю, что да. Уже? Как бы раз в игре был актовый зал, то и тут надо. А самое смешное, что сюда приковыляла она, чтобы побыть одной, привести мысли в порядок. Ибо она теперь из-за инфы, что... Я стану папой. Находится в натуральном ахуе. Месть — дело и так непростое. А теперь еще и с будущей мамашей придется нянчиться. Так что тут этот актовый зал просто странно смотрится, потому что он вообще ни к чему. Все под наблюдением. Вот в этой зоне ничего. Проскочим насквозь, мимо патрулей. Залезть туда, куда сами хозяева города не лезут. Я бы сказал, это умом. Короче, это буквально самые костыльные сюжетные костыли. Одна по 2 горкам трупов сообразила, что у них тут война. Вторая, потому что они не боятся использовать радиоэфиры. А еще она в книжках читала про амишей. Слышала про амишей? Тут же приходит к выводу, что это культисты, которые не используют электричество. И каждое предположение всегда в самую точку.
Подруги, вы день назад молоком 2003 года выпуска напиться хотели. Я нашла целый пакет молока. Ням. У вас на двоих IQ кое-как за двузначное число переваливает. А тут, ёпта, каждая стала заменой Кукумбер-Бутчу в роли Шерлока. И еще к аргументу, что их противники не шифруются. Потому что эти г***ы трепятся по рации, будто знают, что никто не услышит. Отряд Ромео, направляйтесь в зону 2. Поделить город на только им известные зоны, дать отрядам тактические обозначения, менять частоты, когда они поймут, что их слушают. Здесь это называется трепаться без умолку, как будто бы никто не слышит. И еще, в какой момент так случилось, что Дина, которая пошла, потому что у нее с Элли шуры-муры, стала вообще главной, и уже ей приходится чуть ли не уговаривать свою подругу рисковать. Мне напомнить, кто из вас орал у мести? Я вас всех убью. Я вас убью. Выходят они идти туда, куда они там шли. И чуть больше 3 минут экранного времени они просто идут, пока Дину пробило на словесный понос. Какие-то истории про то, как ей мама говорила слушаться, а она не послушалась. А потом кто-то пришел к ним домой, натворил всякого с ее семьей. Но 11-летняя она, взяв ствол, отомстила. Поэтому она считает себя виноватой и поняла, что нельзя было так поступать с Джоэлом, неважно, что бы он там раньше не сделал. На все это не хватает только плашки «Медофильм» с подписью «Шизоидный бред». Как бы то ни было, заходят они в здание, которое приведет их сквозь блокпосты псов. Стрелять только в крайнем случае. Станет выбор между стрельбой и бегством, мы бежим. И, конечно же, великолепный план лезть туда, куда сами хозяева города не суются, просто не мог быть невеликолепным. Как итог, они встречают сталкера, Салам алейкум. потом второго, Салам алейкум. потом еще штук 10. Почему они вообще толпой тусят именно в этом здании, вход и выход которого оказываются не закрытыми? Конечно, интересно, но не так интересно, как предстоящий экшон, где им почти трындец, силы были неравны. Как из ниоткуда появляется Джет Ли в обнимку со штурмовой винтовкой. Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта винтовка моя. И в Солянова расстреливает всех зомбарей. Песики слышат это, бегут за ними. Они от них убегают, прыгают в кусты, и преследователи не бегут за ними, потому что им нельзя туда бежать. Я наказан. Мне мама не разрешает с крыльца сходить. Я уже на полном серьезе и без шуток думаю, что у них там челлендж. Каждую следующую серию сделать более идиотской, чем предыдущая. Но это же ебаный бред, блять! Ну просто тогда нельзя было идти, а теперь стало можно идти. Они, наверное, совет созвали, который проголосовал за это, да? Понятно, что нет, и это я так ехидничаю. Просто я не знаю, как по-другому сказать, что шоураннер — конченый имбецил, который очевидных сюжетных и нарративных несостыковок не способен увидеть. Будто наставляв в игру сюжетных костылей, которые типа что-то объясняли, а по факту являлись роялями в кустах. Здесь Дракман даже делать вид, что старается, просто не стал. Так вот, Джесси говорит, что прибыл с Томом, и он ждет их на разговор. Но идти обратно им не дают появившиеся свистуны. И отгадайте что? Их свисты перестали переводить в субтитрах. То есть вы даже о такой мелочи договориться не смогли. Компашка из Джексона становится свидетелями того, как те совершают свои казни, выпуская кишечки. Но их замечают, начинают стрелять из луков. Эх, не идти тебе больше дорогою приключений. Я их отвлеку, уведи ее живо. И очередная порция мощного выпячивания челяги вперед. Отрывается она от погони. Как, спросите вы? А я с радостью отвечу. Да так же, как и в прошлый раз. Она просто бежала, прыг в кусты, и ее не нашли. А из этих кустов как раз-таки госпиталь видно, куда они изначально и направлялись. Картоха, энергично помотав головой, ну типа там друзья, а тут мстя, не стала идти к друзьям, а пошла мстить. Объект мести — это черная лысая женщина с бусами из ракушек на шее. А вот кости, которые в нос вставляются, она просто дала своему соплеменнику поносить. Вы прикиньте, в далекие-далекие времена, которые уже никто и не помнит, лет 10 назад, показать в таком виде чернокожего американца — это был бы скандал на всю Америку и бесконечные иски в суд о расизме. Сейчас это diversity and inclusivity. И вот, пока я прогонял прохладные, картоха уже телепортировалась ей за спину. Мы могли убить тебя. Стоило бы. Согласен. Этот говнюк получил по заслугам.
Это уже даже не смешно. Хотя мне давно уже не смешно. Вот давайте визуализируем. Сидит режиссер этой серии и объясняет. Ну ты типа берешь ее на мушку пистолетика, да? А потом тебе в лицо говорят гадости и берут с полки канистру. Плескают ее содержимым тебе в лицо. А ты все это время на мушке ее держишь и не отпускаешь, окей? А потом она от тебя убегает в единственный выход, который у тебя за спиной. Гениально! То есть я уже даже не о том, что хороший ли сценарий написали для игры, плохо ли его переписали для сериала. Это уже все отходит просто на второй план. Ответственные за фильм в целом просто клинические идиоты. В общем, лысая женщина убегает и кричит: «Посторонний!» Но всем как-то насрать. Там только два чела возбудились, шмальнули разок, промазали и забили хер. А миссис имени Берега Слоновой Кости сбегает на первый этаж, тот, который заражен спорами. Вообще, если быть точным, сбегать она хотела сквозь стену в шахте лифта. Но магия Вуду не позволяет ходить сквозь стены, поэтому пришлось оказаться на первом этаже. Вообще, у людей из этого мира очень странный баг в голове. Что брат Джоэла, когда бежал от большого зомби, в тупик прибежал, что Нора от картохи убегая, тоже прибежала в тупик. Но это еще не все. Уже понимая, что она 100% труп, чтобы ее палкой по голове не стукали, берет и рассказывает, где искать Эбби. И знаете, это, наверное, первый раз, когда я похвалю за сохраненный дух экранизации. Что там, что тут, это идиотский сюжетный мув. Хотя в игровой версии на этот слабенький момент в сценарии меньше внимания уделяешь, хотя бы потому, что Нора пыталась драться за свою жизнь. А то, что невероятно годный и динамичный экшон, который вы видели на экране, превратили буквально в двух бомжей с дробовиками, тут я снимаю шляпу. Так обосраться случайно не получится. Они прямо старались сделать это хуево. Начало новой серии, а значит, флешбеки. Техас, 1983 год. В этот раз всего-то на 40 с чем-то лет, где отец Томми и Джоэла, да, я понимаю, что в это трудно поверить, но у них был отец, воспитывает их, рассказывая, как еще 40 лет назад его воспитывал уже его отец. Послушай, я справляюсь чуть лучше, чем отец. А когда придет твой черед, надеюсь, ты справишься лучше, чем я. Я считаю, в следующей серии обязательно должен быть флешбэк про то, как эволюционировали обезьяны. Просто, по-моему, в контексте этого сериала это очень важно. Затем еще флешбэк. Уже чуть-чуть поближе к происходящему таймлайну. Здесь показывают то, как Джоэл на день рождения картошки подарил ей гитару. Год спустя. В этот раз день рождения в еще одном флешбеке. В котором опять 25-летнюю АУТ пытаются выдать за 16-летнюю девчонку. То, что у нее на Харе написано, что она как минимум 2 рязанских ПТУ закончила, никого, конечно же, не волнует. Она идет и отгадывает, что же Джоэл ей подарит на этот ДР. Это водяной пистолет? Нет. Это динозавр. Никогда не угадаешь. Так, стоп, погоди. Элли, как и любому пацану, а она у нас пацанка, нравится пара вещей: динозавры и космос. Охренеть. Реально динозавр? Ее киношная версия к себе в хобби добавила любовь к коллекционированию лишних хромосом, но мы не об этом. А о том, как же киноверсия сосет. В игре тоже был этот флешбэк. Алло, простите, все динозавры сейчас заняты. О, подождите, вот один как раз подошел. Как смешно. Врубился? Ты старый. Да понял я. У Нила Дракмана какая-то нездоровая любовь к флешбэкам, которая со временем все прогрессирует и прогрессирует. Но конкретно этот был очень интересным и трогательным, даже с учетом того, что это флешбэк. Я сам себя ребенком ощущал, когда Элли и Джоэл ходили по музею штата Вайоминг. А Элли нравится космос, она дофига книжек всяких прочитала. И она ходила и рассказывала Джоэлу всякие интересные факты. Кто был первый человек в космосе? Юрий Гагарин. Точно, Гагарин? Вместе рассматривали скафандры тех лет, макеты орбитальных станций. А как вишенка на торте, они сели в капсулу одного из Аполлонов, и Джоэл вручил Элли где-то насуеченную кассету с записями момента пуска из Центра управления полетами. И Элли, закрыв глаза, представляла, что она астронавт.
И когда ты воспринимаешь это все в общем контексте, то неминуемо приходят мысли умиления от того, что, несмотря напрочь поломанный мир, мелкая девчонка, которая видела всякое, все-таки не разучилась мечтать. А здесь они пришли, прям тут же сели в капсулу, посмешили зрителя очередными потешными харями от Мормонтихи, и все. Год спустя. Картоха себе набивает тату, но у них денег не водится, поэтому она хочет расплатиться натурой. Это спалил Джоэл, и это ему не понравилось. Как следствие, скандалы и ее переезд в гараж. Не, ну такую машину по производству кринжа только в гараже и содержать, полностью согласен. Джоэла сначала бомбит, но затем он вспоминает, что его батя был плохим, а он не хочет быть плохим. Дай мне пару дней, я там все подготовлю. Другими словами, когда в игре это были воспоминания Элли о проведенном с Джоэлом времени, и это объясняло, почему это был самый важный человек в ее жизни, хотя они и ругались. И как следствие то, почему она так одержима местью. Здесь пытаются раскрыть и вызвать жалость к уже умершему персонажу. Да что с вами не так-то? Еще раз показывают, что он ходил к психологине и расспрашивал ее про значение снов. Да, некоторые врачи изучали сны. В основном идиоты. А еще про рисунки, которые увидел у Потейта в комнате. Мотылек. Смерть, если веришь в эту фигню. Видать, сильно Дракмана зацепило, что никто из эссеистов и критиков не выкупил, зачем он в игре навставлял мотыльков, что это аллюзия на смерть. Поэтому решил прямым текстом это сказать. 2 года спустя. На этот ДР она готовит ему список вопросов, которые типа должны вынудить его сознаться, что он перестрелял всех цикад, чтобы ее спасти. Но не выходит, они отправляются в патруль. Там встречают чувака из другого патруля, которого покусали. Джоэл настаивает на том, что «Сорямба, братик, правило есть правило, сейчас я тебе голову прострелю». Я должен ее увидеть. Это важно. Но картошка опять действует на нервы и по классике начинает устанавливать свои правила. Джоэл, дай ему попрощаться с женой. Жена его, кстати, это та бабка-психолог. Джоэл вроде как прогинается, даже говорит такие слова, как Клянусь. а сам, отведя его подальше, пристреливает. Картошечка очень на это обиделась и не разговаривает теперь с ним, потому что он поступил подло. То есть обидка произошла на то, что она знала с самого первого дня их знакомства. Жене погибшего Джоэл рассказал так, как, по его мнению, это будет лучше. Ему не было страшно. Он передал, что не станет подвергать тебе опасности. И выстрелил сам. А этот агент 47 сдала его с потрохами. Это все неправда. Джоэл выстрелил ему в голову. Очень сильный момент. Да вот только жаль, что из прошлых серий мы уже знаем, что она знает, что это он. Ты застрелил моего мужа. Кого этим внезапным срывом покровов пытались удивить, непонятно. И вот после этого у них как-то не заладились отношения. 9 месяцев спустя. Еще раз повторяю то, что было на Новом году, где Сет хотел попустить 2 лесбух, но был попущен сам. И все это, вся эта серия ради того, чтобы закольцевать смыслы. А-ля извечная проблема родителей и детей. Джоэл признался в том, что это все он, и из ее мозгов можно было сделать лекарство. Завершил свой монолог фразой, которую ему когда-то сказал его отец. Если у тебя появятся дети, надеюсь, ты справишься чуть лучше, чем я. Спойлер вам на 3-й, а потому как они любят тянуть, возможно, и на 4-й сезон, нет, не справится. И начинается серия с... Нет, пока что без флешбеков. Динни перевязывают ногу, в которую стрела попала, а она орёт. Мне нельзя умирать. Тут возвращается Картоха. Как она вылезла из здания, которое напичкано псами, это неинтересно. А вот ее переживания, как дела у подстреленной, это очень интересно. Это сарказм? Картошка вернулась как побитая собака, вся в ссадинах и ушибах. Дина берется омыть раны. А зрителю дают то, чего так не хватало этой экранизации. Небритую подмыху Беллы Рамзи. Кайф. Ну все, теперь тоже буду 5 лет кряду ныть о том, какой это плохой сериал. Я заставила ее говорить.
Трагедия, каких мир не видывал. Два челика, на счету которых по паре тройки убийств людей. Сидят и плакаются. Как же это тяжело людей палкой бить, чтобы они говорить начали. Я просто ее избивала. Ну, она это заслужила. И тут быстрого приготовления пюрешка за 47 рублей рассказала Дине, что с ней случилось в первом сезоне. И им очень грустненько от этого стало. Усё, вот и следующий день. Азиат все так же недоволен Мармонтихой и не разговаривает с ней. Дина дарит своей второй половинке какой-то беспонтовый браслетик. Это на удачу. Что-то он тебе слабо помог, что в вопросах стрелы в ноге, что в вопросах беременности. Те двое, которые внутри себя еще не начали образовывать новую жизнь, собираются идти за Томми, в место, которое они с Брюсом Ли заранее оговорили. Место встречи тут рядом. Вернемся еще до заката. Кстати, тут в фильме, в отличие от игры, каратист сам догадался, что Дина беременна. Вчера Дина сказала, мне нельзя умирать. А потом я предложил виски, и она отказалась. Типа, что она беременна. Вообще, Янг Мазина, так звать этого азиата, это, наверное, лучший актер в сериале. Не знаю, может, он больше всех старался, или просто роль подходящая. Но смотреть за ним одно удовольствие. Даже с учетом того, что все переиначили к чертям собачьим. И сейчас мы смотрим, по сути, какие-то фанфики. По дороге они наблюдают вот такую картину. Псы загнали Шрама в угол и собираются его допрашивать. Картошечка в ярости, собирается вмешаться, чтобы спасти бедолагу. Но Сэм Хунг ее останавливает. Это не наша война. Я не стану здесь умирать. Я ж говорю, самый приятный персонаж за весь сериал. Затем показывают главу псов, Айзека. Ему докладывает та сильная азиатская женщина, что все готово. При этом не говорится, что именно должно произойти. Эх, везет вам, что у вас есть я, который все объяснит. Готовы они к штурму позиций Шрамов. Эбби объявлялась? Нет, со вчера. А эту фразу поймут только те, кто умеет заглядывать в будущее, где уже вышел 3-й сезон. Ну или те, кто играл в игру. Если в двух словах, Эбби, по сути, потенциальный преемник власти у псов. Но она сказала, да в рот оно все ебись, и ушла по своим делам. Джесс и Картошка добрались до обговоренного места. Томми там нет. Они собираются его ждать. И тут же сами собой выскакивают неловкие диалоги. Да, я люблю ее, но не так, как ты. И тут же он поясняет, откуда взял это сокровенное знание. Кодзима травит cool story, что когда-то в Джексон приходили люди, и он влюбился с первого взгляда в девушку из этой группы. Поэтому он понимает, что Картоха любит Дину больше. То, что его пример идиотский, хотя бы потому, что Дина и Картошка знакомы уже очень давно, никого не волнует. Зато пауз меж фразами по 5 секунд навставляли, чтобы все смотрелось драматичнее. Их разговор прерывает рация, которую они взяли у Вов. Те сообщают, что какой-то снайпер их жестко трахает. Я 3 потерял, пришлите сраное подкрепление! Таким образом, у них образовался конфликт. Картоха-то хочет идти за головой Эбби, а Миядзаки смотрит на нее как на конченую. Чисто в шоке, что она ради мести готова бросить своего, можно сказать, дядю. И он сознается, что на голосовании по поводу мести он не поддержал их. Я голосовал против, потому что ты все делаешь ради себя. У Большеголовой бомбит Саркатан от этого, и она накидывает ему предъявы в лицемерии и прочей чуши. Аргументики у нее такие себе, но их хватает, чтобы Джон Чо решил, что... Здесь наши дороги расходятся. Надеюсь, тебя не пристрелят. Потейто ворует лодку у псов. У них же война идет, поэтому охраны лодок нет. Она садится, начинает плыть и кое-как доплывает до острова, на котором живут Шрамы, а ей вообще-то в другую сторону надо было. Прямо на береге ее встречают добрые жители острова. Берут под ручки и, так сказать, помогают встать. Встать на табуретку, чтобы удобнее было ее огромную голову в петлю засовывать. Но затем, уже почти повесив ее, они слышат горн, и они убегают, потому что... что? Ну а Картошка садится обратно на лодку и плывет к океанариуму. Залазит в здание, под очень давящую музыку идет по коридорам. Встречает 2 типов, оба они присутствовали при убийстве Джоэла. Руки вверх. Где Эбби? Узнать это не получится. Они решили повыпендриваться и получили one-shot double kill.
Девка, пока не померла, просит сделать ей кесарево, чтобы спасти Годовасика. Но Мстительница 47 слишком то ли тупая, то ли нерешительная. Ничего она не делает, только начинает скулить, как побитая собака. В таком положении ее и находят Томми и Кен Ватанабе. Они возвращаются к беременной. Томми в глазах большеголовый чуть поавторитетнее азиата, поэтому тот кое-как настаивает на том, что все, план мести окончен. Они и так нормально вражин порешали, да и теперь они все равно не в курсе, где искать Эбби. Зато она в курсе, где искать их, поэтому заваливается, когда их никто не ждет. Джесси тут же словил пулю в харю и прилег отдохнуть. Томми ранили в ногу, он больше не боец. И после пары слов о том, какая картоха дурочка, все, конец. Все просрала! Ждите 3-го сезона. Теперь на те же самые события будем глядеть глазами Эбби, в котором расскажут и чё она такая злая была, и еще очень много-много интересных вещей. А с учетом того, что тут хотя бы актриса симпатичная, я почти уверен, что 3-й сезон будет смотреться лучше, даже если он будет хуже. Который я, конечно же, буду обозревать, так что подписывайся. И все же, если говорить о том, хорошая ли эта экранизация, то ответ прост. Отвратительная. Я понимаю, что ебать об столб машину в игре самую малость проще, чем на съемочной площадке. Но, как по мне, это будет слишком слабое и унылое объяснение на вопрос о том, что «почему так уныло?». Так что если вам хоть самая малая доля сериала понравилась, то настоятельно рекомендую пройти игру. По моим ощущениям, сериал даже 20% крутости игры не заслуживает. И если все-таки решите ознакомиться, то прошу вас сделать это по моей ссылке на GGSell. В кино же история про месть просрана полностью. Сначала она хочет мстить, потом не хочет, что ее аж подруга уговаривает. Потом она ради мести кидает друзей, чтобы затем ради друзей отказаться от этой мести. Во время просмотра сериала практически невозможно отделаться от мысли, что здесь просто не хватает хронометража, чтобы полностью раскрыть каждый аспект. Но если киноделам не хватает 7 часов, то, возможно, хронометража хватает, просто он тратится куда-то не туда. Я не знаю, как у них это получилось, но в сериале отсутствует как таковое напряжение от сложного сюжетного момента. Эти приоритеты и в игре расставлены, на мой вкус, несколько странно, а в сериале они и вовсе будто даже не пытались создать историю, за которой будет интересно следить. Почему так? Ну, есть мнение, что Анита Саркисян взяла и отстрапонила Нила Дракмана, и от полученной душевной травмы он совсем разучился делать хорошие сценарии. Мне это предположение нравится. Навряд ли оно правдиво, но другого объяснения, почему талантливый сценарист, который создал один великолепный и второй просто очень хороший сценарий, на деле оказался бестолковым дурнем, все равно нет. И кто досмотрел до сюда, спасибо! Ставьте лайк, подписывайтесь на телегу. А также спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Вы лучшие, вы красавчики, люблю вас.